Кто тебя любит? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика. И как всегда, мальчишки, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться этим видео с друзьями. Комментарии пишите, да, побольше для продвижения канала. И мне, конечно же, будет приятно. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, что я могу сказать? Многие из вас, хоть и сильные, смелые, но такие одинокие. Это уже опять-таки не первый раз у нас выпадает, да? Опять у нас проигрываются и военные люди, да, либо же люди, связанные с формой, с армией. Среди вас есть люди, которые вынуждены были уехать по какой-то причине, может быть, либо в другой город, либо же даже куда-то в другую страну за границу. Причем этот выбор, да, вот отъезда, да, не уезда, а отъезда, правильно, дался вам именно очень-очень тяжело. Было непросто, может быть, даже сейчас у кого-то проигрывается. Здесь и материальные проблемы могут быть. И, конечно же, личная жизнь оставляет желать лучшего. Поэтому те, кто сейчас на чужбине, скажем так, да, ну, вам особо, наверное, сейчас тяжело. Вот кто из вас есть такие, напишите, пожалуйста, вот кто вынужден был уехать за границу, в другую страну, и по какой причине. Ну, если это, конечно, не секрет большой, напишите. Всегда очень интересно читать ваши комментарии. Как-то вот все чаще вас начинает накрывать. Вот накрывать именно плохое настроение, потому что нет второй половинки. Нет того тыла, такого вот пусть и хрупкого женского плеча. Из-за этого снова-таки нам показывают, что есть среди вас те, кто и в рюмочку чая может заглядывать. Ну, то есть пытаетесь хоть каким-то образом немножко заглушить свою боль, свои переживания, страдания. И это иногда бывает даже у тех из вас, кто даже неплохо стоит на ногах, потому что это общий расклад. И я вижу, что среди вас вот есть люди, которые финансово очень даже неплохо обеспечены. То есть все. Ну вот казалось бы, все, что хочу, то и куплю. Ну, почти все, хорошо, возьмем так. Но другое дело, что любовь вы не купите, правда? Вот что вас гложет. Деньги это все хорошо, материально это все хорошо. Я могу все, что угодно себе позволить, но я прихожу один, и я там с котиком, с собачкой, либо же вообще в одиночестве. Да, можно пойти покутить, можно пойти там где угодно позажигать, и по ночным клубам, и поездить, и попутешествовать. Но когда ты один, это не приносит той радости. Правда, ребят? Есть такие богачи. А ну-ка, отзывайтесь. Поэтому вот как-то, знаете, мне показывают, как будто разделились два лагеря. И те, у кого, ну, скажем так, не особо денег, но вас накрывает, вас вообще, вот у кого еще и финансовые проблемы, у вас такой двойной трэш. Вот накрывает и по поводу денег, и по поводу, если вы на чужбине, и плюс еще и нет любимой женщины. Вот как-то так, печально. Вы человек, который терпеть не может конфликты. Вы очень мирный человек на самом деле. Чтобы вас вот вывести из себя, нужно очень сильно постараться. И то вы пытаетесь вот быть деликатным. Вот до последнего вы пытаетесь быть деликатным. Но и вашему такому безумному терпению рано или поздно приходит конец. Были такие, может быть, ну, срывы, так можно сказать, когда, ну, реально пар из ушей, да, шел. Ну, выбешивали, выносили мозг. Как вы не терпели, но вы не железный. Напишите, у кого проигрывается, вот если были такие ситуации, и кто вас выбесил, ребят. Потому что, ну, в принципе, вы терпеть не любите вот выяснение отношений. Вы стараетесь как-то обходить это все по-умному. Может быть, кто-то в шутку это все переводит. Но только не конфликты.
Правда? Ух ты, манипуляции. У нас, видите, выпала из колоды карта. То есть, смотрите, это может проиграться, что в вашей жизни было слишком много манипуляций. Вот вашей добротой, вашей такой бесконфликтностью, покладистостью, может быть, да, очень часто пользуются по жизни. Очень-очень. Самое обидное, когда вот человек по жизни добряк, и ты понимаешь, что тебя и там попользовали, и тебя там попользовали, и там деньги были нужны, там еще какие-то выгоды были нужны, правда? Это самое такое вот обидное. И неважно, насколько ты сильный мужчина. Я всегда говорю, но мужчины ведь тоже люди, правда? Вот я всегда удивлялась фразе, вот мальчики не плачут, но неправильно воспитывают наших детей, особенно раньше. Мальчики тоже испытывают эмоции, мальчики тоже могут прослезиться, но с детства вот учат подавлять свои эмоции, это неправильно. А потом у мальчиков инфаркты, да, потому что мы подавляем эмоции. Поэтому как-то так. То, что вы ждете любви, вы ищете любви, и вам бы хотелось, конечно же, самую такую настоящую любовь. Есть надежда, и я вам скажу, она придет в вашу жизнь, это женщина. Мы сейчас будем разбираться, что это за женщина, потому что, ну, я так подозреваю, что вы ее знаете, но, может быть, не очень близко. Вот даже большой процент среди вас, что вы как-то пересекаетесь по работе. Я не берусь говорить, что все прям по работе именно, потому что это общий расклад. Но у многих может проиграться, что как-то связаны. Это не обязательно, что вы там сидите в одном кабинете. Это не обязательно, что вот прям в вашем офисе или еще где-то. Может быть, у вас есть там, я не знаю, командировки, филиалы. Может быть, это ваша клиентка. Ну, то есть, вот каким-то образом вы пересекаетесь по работе. Думайте, где вы можете с ней как-то сталкиваться. Смотрите, эта женщина, ну, она такая среднего возраста. Женщина спокойная. Женщина, я бы даже сказала, ну, она, ну, не то чтобы, она не стеснительная. Хотя нет, может даже проиграться и некая робость такая. Вот когда она с вами общается, она может краснеть, она может опускать глаза, она может, ну, как-то немножко даже меняться в лице, как будто ей немножко неловко. Но обычно влюбленные женщины так себя и ведут, вот как влюбленные маленькие девочки. Есть такие женщины, пусть не все, но тем не менее. Здесь, кстати, еще может проиграться, что вы с ней связаны, ну как назвать, денежно-финансовые какие-то операции, да, вот может быть она как-то с вами вот расплачивается, может быть она что-то покупает у вас. Ну то есть опять же, с чем у вас связана работа, ну где-то вы с ней вот именно с работой связаны, с работой, с финансами, вот ну как-то так приблизительно. Женщина, знаете, я вам скажу, она в вас влюблена давненько. Она даже мечтает о вас, она в голове рисует уже картины, как бы вы с ней проводили время, как бы вы с ней были, допустим, на отдыхе, да. Вот почему-то она рисует в своей голове, в мыслях, в мечтах. Она рисует такие потрясающие романтичные картины. Это такой, ну, посыл Вселенную. Очень часто то, о чем мы думаем, оно сбывается. И вот я боюсь, что то, что она посылает, ну, в своих мечтах, да, то есть она видит вас, ваши отношения. И я все-таки думаю, что это должно сбыться. Эту женщину вы заметите. Она вот как-то придет время, и она как-то намекнет вам. Будет какая-то, вплоть до того, что это будет одна фраза, и вы поймете, что она неровно дышит к вам.
Вот эта фраза, я не скажу, что это будет завтра. Это будет, ну, через какое-то время. Вот она что-то такое вам скажет, вот именно это такой акцент я делаю. Там, знаете, бывает вот в разговоре, просто ты разговариваешь с человеком о том, о сём, ни о чем, и потом вот что-то она такое говорит, и у тебя как будто ёкает, щелкает, как угодно называйте. И эта фраза перевернет у вас все в душе, внутри. У кого-то, может быть, даже появится мысль, что вот же она, посмотрите, это судьбоносная даже женщина. У кого-то реально ёкнет. Причем ёкнет даже у тех, кто особо не собирается ни романить, ни знакомиться. Вот кто лежит и страдает, да? Но эта фраза вас очень сильно зацепит. Это может быть фраза, ну такая, знаете, либо же заботливая чересчур, либо же, ну как-то она к вам себя проявит. Вот казалось бы, да, может быть, 2-3 слова скажет, а вас это зацепит просто до глубины души. После этой фразы вы начнете больше как-то с ней общаться, больше задумываться о ней, больше присматриваться. Повторюсь, даже те, кто не собирался никаких романов крутить, никаких отношений строить. Вот такая, знаете, какая-то таинственная фраза. Ну, понятное дело, что у каждого из вас она будет разная. Но то, что зацепит до глубины души, и вы поймете, что ну, таких женщин не бывает. По крайней мере, в вашем окружении таких женщин еще не было. Могут такие мысли у многих из вас быть. Даже интересно мне стало. Не, ну здесь любовь даже не обсуждается. Я даже честно, вот не хочу дальше раскладывать. Вот настолько мне нравится такой вот тандем расклад карт. Плюс на дне колоды вы будете любимым и любящий мужчина. И знаете, вот почему-то мне сейчас идет такая информация, что вот когда вы будете вместе с этой женщиной, когда уже будут отношения, да, вот все хорошо, и вы будете вот кайфовать от того, что вы просто ее обнимаете. Вот просто прижимаетесь, обнимаете ее. Вот именно тактильность. Для вас важна, для многих тактильность. Вообще говорят, что каждому человеку нужно, если не ошибаюсь, в день, по-моему, 8 обнимашек, да? Целовашки, обнимашки, вот это. То есть потребность есть такая. Когда этого у человека нет, мы чахнем, мы вянем, мы становимся более раздражительными. И у вас многих этого не хватает. Тактильности. Я сейчас даже не про каких-то временных девочек. Даже если кто-то из вас мне скажет, да, у меня есть обнимашки, да, я там девочку вызвал, и все, она меня так пообнимала, Бобика чуть не задушила, так прям обняла, да. Но я не об этом. Я про настоящую любовь, когда тебе любое прикосновение приятно. Вот вы будете кайфовать именно от тех ощущений, которые дает вам эта женщина. Просто какими-то банальными там объятиями, просто поцелуем каким-то, да, вот тепло, такое тепло, тепло и нежность. Просто сумасшедшая нежность. То, что вы будете счастливы с ней, ну, это ничего не сказать. Эта женщина реально, вот она давненько, вот, да, вот на вас так глаз положила, влюбилась, скажем так. А здесь уже, конечно, со временем вы посмотрите, настолько она классная, настолько эта женщина именно для семьи, не для развлечений. После общения с ней вы даже, ну, как-то не рискнули бы, да, просто взять и чисто пороманить. Потому что она слишком вам хорошая, слишком порядочная покажется. То, что она хорошая любовница, это тоже однозначно. Бобик будет ваш визжать от счастья. Да? Давно мы про Бобиков с вами не говорили. Вы уже заскучали, ребят, да? А ну-ка напишите. Все Бобики в строю? Перекличка. А первый и второй Бобик рассчитать. Бобик в гостях у Барбоса. Помните, мультик был? Я вот вспомнила, боже, как это давно было, как я давно его не видела.
Вот, поэтому Бобик ваш к этой Барбоскиной будет бежать только так. Потому что вы у меня, мальчишки, еще ого-го, вы еще парни хоть куда. Просто вас расшевелить нужно. Я уже не раз об этом говорила. Ваша душа будет петь. Вот есть такое выражение, когда душа поет, когда глаза сияют от счастья. Вот такое приблизительно состояние у вас будет рядом с этой женщиной. Вы будете даже какой-то период немножечко, может быть, скрывать ее, потому что будете бояться, чтобы никто не сгладил. Будете бояться, даже, знаете, у вас появится такая сумасшедшая ревность, чтобы, не дай бог, на нее никто не посмотрел, не дай бог, чтобы никто не увел. Вот будет, ну, такая, может быть, даже навязчивая идея, чтобы, не-не-не, она только моя. Настолько сильно вы будете влюблены в нее. Это, конечно же, долгосрочная история. И вы уже будете сами решать. Но у вас есть большая такая вероятность, что вы будете вместе очень много лет. Это будет история, когда вы, конечно же, кто захочет жениться. Мы не можем сейчас, да, в общем раскладе о всех сразу говорить. Кто-то захочет быть просто в длительных отношениях, кто-то захочет гражданский брак, а кто-то хочет жениться. Вы можете, кстати, написать, какой вариант вам больше подходит. Поэтому, мои хорошие, я искренне рада, что у вас такая женщина на пороге. Ну и, конечно, самые стойкие, кто досмотрели видео до конца. Давайте-ка посмотрим еще совет от Таро. Так, ух ты. Знаете, в вашу жизнь придет вот покой после ваших таких вот страданий, переживаний. Вот будьте готовы к тому, что ваша жизнь перевернется. Перевернется в лучшую сторону. И даже та женщина, которая сейчас для вас, казалось бы, мечевая королева, это может быть бывшая, это может быть, если, допустим, вы живете в токсичных отношениях, это может быть женщина, которая рядом с вами, и даже с ней вы можете немножко стать ближе. У вас идет крутой переворот в жизни. Поэтому все, кто поссорились, помирятся. Кто страдает, будет сиять от счастья, но с новой женщиной. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!